Ну, а когда он победит, да что ему надо делать? Ему надо было получать ПДЧ в НАТО. Это главная задача сейчас на каденцию. Все остальное не имеет никакого значения. Война – старшая масть. Вся эта экономика, все это трэш, социалка, оно все приносится в жертву. В войне всегда. Проигранная война, все остальные вопросы становятся неактуальными, в принципе. Понимаете, да? Что социальную политику здесь устанавливать Путин с Кадыровым будет. Как бы, если будет война проиграна, вот и все. То есть, если Украина получает ПДЧ в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Что такое может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, 4, которые они создали на наших границах, там, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОЗ, в операции Объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самые критические. 20-22 самые критические. А потом следующий критический период 24-26, и следующий 28-30. Может быть и 3 войны с Россией. А что в 24-м, 28-м? Это, если пойдет такая большая война, то что будут провозглашены новые народные республики? Конечно. Как только зайдет, российские диверсанты зайдут перед тем, как зайдут российские танки, и провозгласят Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Одесскую, Херсонскую народную республику и так далее. Запорожскую народную республику. А как Украина может получить ПДЧ в НАТО и не встрять в большую войну с Россией? Никак. Разве что на Россию наедут так, дадут ей понять, что не надо. Или, например, санкциями, эмбарго или чем наедут? Например, санкциями, эмбарго, просто негласно или гласно предупредят, что будет сильно бобо при попытке провести войну. Например, перекинуть сюда американскую авиационную группировку и скажут, что все, пацаны, ничего не будет, даже не суетесь. Зайдут контингенты НАТО, станут вокруг Киева по левому берегу и так далее. Могут сделать так, что к этому моменту в России власть сменится, например. Попробуют сделать. Придут какие-нибудь либералы, которые скажут, окей, вступайте. Мы опять хорошая страна. Всякое может быть. А при каких условиях может смениться власть в России? Какие вы видите видимые причины? Если будет в России порожден внутриэлитный конфликт, и та часть элиты, которая считает, что продолжение такой политики России на победу в холодной войне и развал ЕС и НАТО и вообще политика быть изгоем на Западе и воевать с Западом невыгодна, и она приобретет достаточную силу, чтобы устранить эту группировку, которая просто настроена на СССР-2, на проект СССР-2, тогда она переиграет. А вариант мирного урегулирования ситуации на Донбассе вы рассматриваете? Никогда. А почему? Мне кажется, как раз Запад такие варианты рассматривает. Да, Запад рассматривает такие варианты, предлагая России одуматься. Для этого надо, чтобы Россия одумалась. А чего бы она одумалась? С какой стати? Опять-таки, если хоть единый повод. Пригрозят какими-то если новыми... придет либеральное это или пригрозят очень сильно. Но с другой стороны, чем всерьез можно пригрозить стране, у которой ядерный щит есть? Ядерные средства нападения. Всерьез. Чем? Довести Россию, мне кажется, до той ситуации, когда уже будет стоять вопрос, нажимать ли на ядерную кнопку или нет, это все-таки должно быть очень какое-то серьезное решение. Дело не в этом. Дело в том, что на людей с ядерным оружием невозможно, такого масштаба, как у России, невозможно оказывать серьезное давление. Потому что серьезное давление – это угроза силой. А силой не поугрожаешь человеку с ядерным оружием. Это означает, что... А все экономические санкции для такой страны, как Россия... Иран 40 лет под экономическими санкциями, куда более тяжелыми, чем Россия. Так он задолбал весь мир, этот Иран.
Саудовскую Аравию, Израиль, Сирию, США точно задолбал. Половину Африки и половину Южной Америки. Иран интригует на половине земного шара. И с ним никто ничего не может сделать. Ядерное оружие разрабатывает, там, ракеты в космос запускает. Но Россия чай побольше, Иран и повлиятельный. То есть, если подводить итог, вы считаете важным, единственным или одним из единственных важных решений следующего президента Украины в следующую каденцию – это ПДЧ в НАТО? Однозначно. Это главное, что... возможно, еще каких-то 2 пункта. Давайте с вами обозначим. Есть 2 способа смотреть на выборы, на эти. Исторический и социально-экономический. Надо помнить, что социально-экономический способ возможен только потому, что кто-то очень хорошо воюет. В целом, обеспечивано союзниками, поддержкой, там 700 миллионов военной помощи со стороны США, там и так далее. Только поэтому можем вообще вести эти демократические разговоры все. У Украины нет шансов на нейтралитет. Единственное, мы так или иначе сдрейфуем в тот или иной надгосударственный военный союз, только это будет либо таежный союз, либо НАТО. В таежном мы были, мне лично больше не хочется. В НАТО не были, давайте попробуем. На нейтралитет мы точно не удержим. Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи. Хоть $250. А поскольку и даже этого нет, есть экономический рост, то, в принципе, вообще все очень неплохо. Но ценой заступления НАТО с высокой вероятностью является полномасштабный конфликт с Россией или более масштабный конфликт с Россией, чем сейчас. Или последовательность таких конфликтов. Но в этом конфликте мы будем очень активно поддержаны Западом, вооружением, техникой, помощью, новыми санкциями против России, вполне возможно введением контингента НАТО, бесполетная зона и так далее. То есть мы ее не проиграем. Это уже хорошо.